Приветствую, друзья! Наушники Rhapsody от дочерней компании Knowledge Zenith появились как-то внезапно и сразу же начали покорять сердцам поклонников бренда. Ценник, правда, на старте у них был не маленький, но то и понятно. Внутри ведь трудится два 8-мм динамика и целых 4 балансных драйвера 31736. Причем все это грамотно состыковали в кроссовере и завели в эдакое подобие физического эквалайзера, которым можно слегка приподнять басы или середину. Но самый ажиотаж на эти наушники начался вот только сейчас, когда ценник упал практически вдвое. За плюс-минус $30 это, конечно, друзья, абсолютный хит. О них сегодня и поговорим. Поехали! Приятно видеть, что у компании CCA наконец-то появился новый дизайн упаковки, как бы сочетающий в себе классический черный и белый варианты. Характеристики же перенесли на боковую поверхность, где мы узнаем о импедансе, равном 32 Ома, при чувствительности в 102 дБ. В комплект нам положили инструкцию с описанием значения тумблеров, знакомый всем кабель и набор черных силиконовых амбушюр с насечками. Естественно, все это, кроме инструкции, можно сразу же выкинуть в мусор. Для понимания, сопротивление кабеля здесь составляет 0,9 Ома на каждой из жил. Сами чашечки выполнены из полупрозрачной гипоаллергенной смолы, сквозь которую прекрасно видны оба заявленных динамика и целая батарея арматур. Отверстий для компенсации я здесь не нашел, однако на внешней части в специальном вырезе находится внушительного размера окошко. В остальном могу выделить лишь довольно внушительные габариты чашечек, они точно не под женское или детское ушко. 4 переключателя настройки на задней части, наличие выступа на звуководе и прикрытые металлической пластиной фейсплейты. Смотрится это неплохо, коже приятно, да и сидят наушники очень удобно. Главное заменить кабель, например, на ТРН Red Chain и амбушюры, скажем, на КБ-07. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас средний по скорости затухания импульс, незначительное расхождение между каналами и искажения в пике, достигающие 2%, что немного спорно по качеству. Фаза ведет себя естественно, а возмущения на 30 и 60 дБ практически отсутствуют. По АЧХ же на стоковой настройке, когда все переключатели вверх, низкие частоты приподняты на 11 дБ с быстрым таким переходом на середину, аналогичные амплитуды выделения области разборчивости и небольшой акцент на 8 кГц для усиления резкости звучания. После чего акцентами на 13,5 и 16 кГц нам возвращают звук воздух и слегка подчеркивают высокие. На мой взгляд, это что-то около Хармана и кривой диффузного поля одновременно, то есть образцово-показательно настроенные наушники. В данном смысле к ним никаких вопросов нет. На слух же Rhapsody – это, так сказать, типичный представитель наушников за $60. Мелодика, выразительность и разрешение – все при них, причем без свойственной некоторым моделям легкой зажатости, грубости или излишней колкости на верхах. Но, конечно, со своими сильными и слабыми сторонами. Да, они скорее нейтральные, без какой-то особой сочности, подчеркнутой эмоциональности или вовлеченности в материал, но прорисовка у тембров отличная, чувствуется даже влияние микродинамики, очень неплохие атаки, глубокий бас и приличное такое разделение инструментов.
Баланс, как я уже упомянул, здесь прекрасно выдержан, шикарно передается масштаб произведения, но, к сожалению, чуть ли не с зачаточного уровня построения пространства сцены в глубину. В этом они действительно аутсайдеры и потягаться могут разве что с чем-то за $30. Впрочем, они и стоят сейчас те самые $30. Все верно, ценник у них плавает от 3 до 5 тысяч рублей, хотя это реально одни и те же наушники. А версии без переключателей на этот раз я даже не слышал. Относительно же самих переключателей я бы выделил только две вменяемые настройки. Первый переключатель вверх и все переключатели вверх. Именно с ними все действительно сбалансировано и предельно гармонично. Когда только первый тумблер поднят вверх, становится чуть больше баса и жирнее, так сказать, ритм-секция. А когда они все подняты, весомость инструментов немного падает, зато возрастает так называемая прозрачность, общая четкость и артикуляция у вокала. В остальном, хотите изменить количество баса, поднимаете или опускаете два первых переключателя. За середину и верха же отвечают два оставшихся. А значит, как-то прямо сверхподробно данную модель и не описать, слишком уж много получается вариантов. В сравнении с Tianderen TD19 последние звучат куда естественнее и мелодичнее, но там не все так здорово с басами. Tipsy и Ebb Star N1 стоят дороже, столь же поджарые и динамичные, но с лучше выраженной музыкальной составляющей и с той самой прорисовкой сцены в глубину. Celeste Plutus Best еще жирнее и тембрально богаче, однако у них и ценник уже под $100. То есть, если на полном серьезе, каких-то рекордов герои обзора, конечно же, не бьют. А следовательно, выбирать их лучше, если вы предпочитаете какую-то не сильно сложную музыку, где больше ценятся разрешение, атаки, прорисовка и драйв. К таковым я бы отнес все подвиды рока, металла, электронику и ныне популярные бас-ориентированные жанры. Для симфонического оркестра или мультиинструментального джаза лучше, наверное, посмотреть на те же Plutus Best или Star N1. Причем это как минимум. Какой-то особо мощный источник Rhapsody, на мой взгляд, не нужен. С Nintendo Switch они спелись просто замечательно, а значит и для смартфона с ноутбуками тоже прекрасно подойдут. Бас здесь жирненький, комфортный, с явно прослеживающимися текстурами. Переход на серединку вполне естественный, без перепадов или разрывов по телесности. Как, собственно, и на верхах, где тоже есть добавочная масса, но без усиленных акцентов, яркости или какой-либо грязи. Сам же характер наушников ближе, наверное, к мониторному. Достойное разрешение, баланс, небольшая сухость, скорость и динамика. То есть без особой сочности, тембрального объема, какой бы то ни было глубины и погружения в материал. Такой околостудийный, в меру бюджетный формат. Итогом гибридные шестидрайверные наушники CC Rhapsody удобно сидят, хотя и немного крупные, достойно смотрятся, с хорошо сбалансированной ЧХ и аж 4 регуляторами для ее тонкой настройки. По звучанию же это, конечно, не самый топ, если говорить о сегменте в $60. Но как для своих 30 они реально просто шикарные. Без лишней зажатости, грубости, мути или каких-то особо критичных пиков. За $30 они вас на 100% не разочаруют, хотя и лично на мой вкус чуть-чуть уступают TD19. Слишком уж все пресно, нейтрально и не особо глубоко в плане тембров и передачи сцены.
В плюсы же хочется выделить естественность переходов между излучателями, достойное разрешение, масштаб и прямо-таки очевидную направленность на всевозможные скоростные и агрессивные жанры. Для рока, электроники и металла это прямо то, что доктор прописал. За 3 с небольшим тысячи рублей это просто гениально. А на этом, друзья, у меня все. Это были наушники CCA Rhapsody. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра!